Привет, меня зовут Ян, я региональный менеджер биржи OKX. Сегодня я беру интервью у Натальи Дрик, SEO блокчейн-ассоциации Украины. Привет, Наталья. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, что принесет новый закон о криптовалютах Украине? Может быть, иностранные стартапы, то есть больше стартапов откроют у нас офисы, или, может быть, институциональные инвесторы зайдут к нам в страну, или хотя бы домохозяйки просто решатся купить крипту? Смотри, я думаю, тут в любом случае, когда рождается что-то о чем-то, это порождает экосистему. И в экосистеме есть очень много составляющих. Что у нас есть сейчас для нашей экосистемы? У нас есть прекрасная штука, как нестабильная экономика, которая вообще стимулирует весь наш рынок, и поэтому Украина впереди планеты всей, ибо у нас есть такой фактор, который порождается обстоятельствами. С другой стороны, если мы говорим про стартапы, это не решит ни один закон по крипте, поскольку конкретно это направление, это очень системное направление, и с ним надо работать, работать и работать, и тут он может стимулировать, может рассказать о том, что вообще такое есть, но в то же время, чтобы что-то порождать, надо к этому прикладывать больше усилий, чем просто бумага на 8 страниц. Если мы говорим про инвесторов, вот тут может помочь. То, что сейчас заложено в законе, это налоговая скидка, достаточно крупная для всего мира, на то, чтобы люди, которые зарегистрируются в этой юрисдикции, они могут пользоваться таким активом абсолютно легально, и при этом всем, если они хотят платить налоги на территории этой страны, это будет около 5%. Это то, что заложено сейчас как идея. Такого мало где есть, в принципе, такой ставки. И тем более с такого актива это хорошее предложение. Почему Украина должна вообще обсуждается такая тема? Она обсуждается, потому что у Украины, в отличие от большинства ее конкурентов в этом мире, ничего другого нет. У нас есть наш конкурент, допустим, Япония, с сумасшедшей активной экономикой, с прекрасной налоговой, с прекрасным инвестиционным климатом, даже учитывая, что у них закрытый тип отношений внутри страны, то есть Япония, она любит так, хоть и быть глобальной, но закрываться в своем экосистеме. У нее населения хватает, так что всем бы столько. Если мы говорим про маленькие страны, островные государства, там другая позиция, там очень много свободы, они в принципе как экспериментальные такие чашечки Петри, в которых большие игроки типа Евросоюза смотрят, как же это работает и какие риски, и как это все происходит. Поэтому у них другая парадигма, но у них существуют классные предложения уже многие годы для инвестиций. Там Кипр, Мальта и все остальное. Мы про них знаем не из-за того, что крипта хороша и появилась. Они до нее неплохо себя чувствовали и шумели. Что сейчас произошло среди соседей? У нас есть хороший пример Беларусь. Что ей дал ее декрет и вообще к чему это привело? Можно ли сказать, что в Беларуси после декрета просто какой-то криптобум? В целом точно нет. Дал ли он спокойное отношение к этой среде? Да. То есть люди, по крайней мере, старшее поколение хотя бы перестали, есть хорошее украинское слово, цуратися этой темы, и там лишний раз почитать, посмотреть стало интересно. Но вот этот декрет принес невероятный подарок лидеру страны, потому что, по большому счету, какой месседж-бокс был ранее во всем мире? Максимум последний диктатор Европы, трэш, там кого-то снова побили, куда-то затащили, и что-то плохо. А после принятия всего-навсего одного декрета, то есть параллельно там куча реформ, куча действий, там асфальт катается по всей стране, везде победа, картошка садится, все происходит, все ладно, все хорошо. Но один закон об этом дал абсолютно другой месседж и окрас всей стране. Теперь
это самый прогрессивный лидер Европы. Все у него хорошо, все он классно смотрит, держит руку на пульсе, и все классно. И это длилось больше 5 месяцев. Такого как бы месседж-бокса о стране. Ну, это хороший кейс, который Беларусь себе забрала и хорошо реализовала. Что даст конкретно Украине на данный момент, в данный период времени? Даст возможность масштабировать и даст возможность заявить о том, что если вы имеете деньги, если вы имеете настроение в активной сфере диджитализации и всего остального, обратите внимание на эту страну. При всех ее нынешних минусах, со всей там, как входят инвестиции, как выходят инвестиции, как мы гостеприимны к людям с разных стран, как мы им и ИНН выдаем, и все остальное, это такой якорь, за которым можно потянуть абсолютно все дерегуляции, чтобы в Украину заходили любые инвесторы. Хоть недвижимость, хоть все остальное. Это огромный месседж-бокс о том, что мы открыты к инновациям, мы меняемся, и мы хотим быть глобальными и передовыми, а не догонять недогоняемые. То есть, так. коротко говоря, это такой небольшой первый шаг навстречу к большим изменениям. Знаешь, я не могу сказать, что это будет небольшой шаг. Это будет такой перелом. Окей. Есть много статистических данных о количестве пользователей криптовалют в Украине. Я лично видел разные от десятков, сотен тысяч до нескольких миллионов. Как ты считаешь, сколько их на самом деле, и можешь ли ты описать портрет этих юзеров, то есть пол, возраст, местоположение, сфера деятельности? Про миллионы я бы точно не говорила. Когда мы начинали года 4 назад, мы, в принципе, доносили месседж на аудитории абсолютно маленькие, просто о том, что блокчейн — это хорошо, и крипта — это тоже хорошо, безопасно, инновационно и все остальное. После бума ICO и всего с этим связанного, конечно, аудитории выросли, очень сильно выросли. Мы можем сейчас аудировать, смотреть, но, честно говоря, в этом мире любые цифры, их можно считать. Мы как бы подсчитываем и себе выводим свои метрики. Но чаще всего, если ты видишь очень-очень крупные цифры, это было очень необъективный просчет людей, которые хотели в принципе рассказать свою ценность. Объемы на биржах тоже как бы везде очень сказочные, поэтому чистыми объемами мы не можем похвастаться в этой сфере, и тем более на больших игроках. Поэтому я бы говорила, если по цифрам, близко к 200 тысяч – это те, которые конкретно пользуются постоянно. Те, кто знают аудитории, намного больше, но это те, которые, как минимум, не зарегистрированы на крупных биржах, которые имеют выводы на, допустим, гривну. И еще остаются аудитории, которые еще меньше, которые пользуются этим постоянно. Они меняются, и тут даже предполагать, просто это надо смотреть с дня на день и информацию получать уже непосредственно от бирж, которые будут хотеть или не хотеть ею делиться, потому что это все-таки их подноготное. Поэтому, я как бы представляю официальную сторону. Поэтому я, конечно, могу закатать глаза и рассказать про триллионы, миллиарды, биллионы или еще каких-то там пользователей в этой территории. Но объективно, пользователям в этой сфере будет активная часть населения, то есть это, понятное дело, не дети и не пожилые люди чаще всего. И
а активно какими категориями мерить, тут можно по-разному рассматривать. В Украине эта выборка, в принципе, достаточно крупная, поэтому работать и работать нам всем. И если раньше там на 100 человек было доносить месседж о том, что это хорошо, это уже была огромная победа, то сейчас на тысячной аудитории мы уже такие, сегодня было мало. Поэтому у нас еще есть над чем работать и есть где доносить об этой экосистеме позитивный месседж, потому что месседжи бывают всякие. Я всегда против месседжа «купи слона». Для меня в первую очередь есть технология, есть причина появления этой технологии, и это фундаментально. Все остальное, конечно, оно сейчас нарастает, оно и помогает становлению этой экосистемы, но и имеет и свои негативные характеристики, что заставляет, в принципе, защищать комьюнити, защищать и технологии, экосистему, и решения, поскольку очень много нехороших начинаний у многих людей. Абсолютно с тобой согласен. Давай поговорим про образование. Давай. Иногда создается впечатление, что криптокомьюнити — это такая секта, у которой есть какие-то там супер знания, они говорят на своем отдельном языке, у них там свои философские ценности, и в конце концов свои деньги. Да, как ты думаешь, какие практические и теоретические знания нужны человеку, чтобы в этом во всем разобраться? И какой совет ты бы могла дать новичку? Окей, давай начнем сначала. Почему такой язык сложный? Почему столько заклинаний? И что с ними делать? Фундаментом, в принципе, являются две такие своеобразные науки. Это первая криптография, вторая теория игр. В целом, по криптографии не так все сложно. Есть куча фильмов. Можно просто посмотреть, как рождалась криптография и что было с ней связано. Родилась она, понятное дело, после Второй мировой войны вот в таком уже осознанном книжном виде, научном. И вот ее реализация в массы не просто для каких-то там секретных служб или еще чего-то там, она началась не так давно. У нас интернет стал на ножки так по-взрослому, и уже мы начали в этом интернете строить надстроечки, которые то одни вещи позволяли защитить, то другие, и, в принципе, получить какие-то результаты. И вот как-то вишенкой на торте этого всего стал вот такой подход, который соединил две штуки, старые штуки. Теория игр вообще не вчера родилась, вот от слова совсем. Это старые вещи, и в древние времена ею пользовались, возможно, они назвали ее теорией игр, но практики точно считали. И, соединив криптографию и теорию игр, мы получили вот такое детище, с которым мы живем. И в этом плане и язык такой. То есть, в принципе, язык разработчиков, неважно, про блокчейн или про что-либо другое они говорят, он имеет свою специфику. Его базворды перешли сюда, плюс добавились экосистема трейдинга, следовательно, базворды с экономики, с трейдинга добавились, и у большинства английский язык, следовательно, еще и оттуда всякие базворды. И вот, скрестив вот эти вот рога и копыта, у нас получилось такой динозаврик. В этом плане, то есть там все элементарно, просто если ты знаешь азы, то вообще все понятно. А если ты еще в этом живешь, то ты по-другому не разговариваешь. Поэтому, когда выходим на люди, мы пытаемся там сейчас переключимся на человеческий и начнем проговаривать что-то нормальное. Что по образованию, что делать? Это меня очень беспокоило. И как глава Ассоциации Украины я попросила ребят создать у нас страничку, в которой мы пособирали вообще все, что есть
на просторах интернета, свободное в одном месте, чтобы люди вообще могли зайти и почитать вообще азы. То есть там от white paper биткоина до всех линков на курсы, на видео, которые связаны с этим, структурированы по блокам. Есть у нас товарищ Луп в комьюнити в мировом. Ему большое спасибо, он начал эту практику. Мы его список слегка почистили, поскольку там он, наверное, его обновлял года 3 назад. Ну, такое, там такие есть еще вещи, которые древние-древние. И подобавляли, понятное дело, много линков русскоязычных, которые там сейчас лежат на сайте BAU.AI. Так что welcome, это для вас. И пользуйтесь всем, не обязательно искать отдельные курсы или еще какие-то штуки. Пользуйтесь подборкой. Второй, есть шикарный учитель, я его вообще обожаю. Он называется YouTube. Он такой сильный, мощный. Там, конечно, сейчас немножко сложно, но есть еще Google. Он тоже ничего так справляется со многими задачами. Я в него верю, и он хорош. Но всегда про сложные темы, сколько ни слушай, важен первый контакт, важна первая ассоциация. И так как мы пережили такую волну хайпа, а волна хайпа была связана с волной разных масс-маркетовых начинаний, скажем так, мы это называем скамом, но то такое, в принципе, с разными подходами, и не всегда люди были, которые медийные, громкие и шумные, были чистоплотны на руку и советовали хорошие советы. Следовательно, ввиду вот того, что мы видели, я, в принципе, всех очень-очень попрошу, независимо у нас хайп, не хайп или еще что-то, относитесь к любой информации, пожалуйста, критично. Это нормальная практика. Я не знаю, почему у нас в школе и в садике ее не учат, но критическое мышление – это штука, которая помогает во всех непонятных ситуациях, тем более в непонятных темах. Она вас спасет от многих штук. Просто пользуйтесь этим навыком. Второй момент, который есть, это есть большие конференции, они у нас проходят, и большое спасибо ребятам, допустим, из Distributed Lab из Харькова, которые запустили волну блокчейн UI, в принципе, она все время с прекрасными спикерами проходит в Украине. Так что ходите на конференции, если встречаете нас, не бойтесь, мы не кусаемся, мы очень welcome, и чуть что можем чуть рассказать, показать, и точно, хотя бы сказать, вы туда идете или не туда. И при этом ничего нам от этого не надо, просто не бойтесь. На то мы и нужны, чтобы вам, хоть как-то спасать, если вас совсем ведут не туда. Есть BAU.AI, наша ассоциация Blockchain Ukraine, которая тоже связана, то есть одна из наших деятельностей – это advocacy технологий и направления. Следовательно, пишите, у нас кучу каналов коммуникации, в которых мы стараемся спасать. Ну и то, что мы еще сделали, это так вкратце, то есть у нас есть видеокурсы Паши Кравченко, они такие по DEV. Мы также с ассоциацией, с Blockchain Hub и Unit Factory запустили первый курс для дева, то есть там только код. Мы его прошли в Unit Factory, ребята, выпускники, одолели, осилили этот курс, он был непростой. Сейчас мы вносим коррективы, потому что они с трудом спали, некогда было, то есть там тяжело было. Сейчас дедлайны чуть-чуть увеличиваем, чтобы ребята хоть выживали после него, да, и зелеными не были. Но в целом такие вещи тоже есть, они системные, и это мое было желание, помимо органики, хайпов и всего остального, запускать большие системные вещи, которые позволяют формировать то, что нельзя написать на колене. Тут мы соединились со многими ребятами и членами ассоциации, и ATI-клабы, и другие, которые очень-очень сильно помогали.
про это как бы тоже можно прочитать на сайте. Это наша такая филантропия, потому что курс был непростой, написание было сложным, недешевым, но это наш как бы презент для украинского и русского комьюнити, русскоязычного комьюнити, который мы запустили здесь, хотя курс на английском. То есть мы тут как бы не сильно церемонились с лэнгвиджем, но сейчас запускаем здесь, и, крайней мере, наши кураторы находятся по большей части здесь. То, что еще необходимо... Смотри, сейчас, если в целом мы говорим, то сейчас у нас такой штиль, поэтому нету ребят, которые занимаются хайпом, и, в принципе, очень много чего пропадало. То есть то, что я делала ранее, создавая какую-то базу знаний, какие-то фундаментальные штуки, которые не просто ситуативные, они как раз сейчас оказались полезными. Сейчас есть опять голод ликбеза, и я очень приветствую, когда ребята выделяют свое время из разных компаний в разных городах, организовывают митапы, всевозможные встречи в университетах, в школах с ребятами, объясняя им, что это такое. Но это мы не говорим про крипту. Крипта – это свободная экономика, это свободные деньги, это, в принципе, то, куда идет куда более фундаментальные штуки. И вот когда с этого ракурса смотрят на этот вопрос и объясняют причинно-следственные связи, я очень такое люблю, и всем большое спасибо, что вы такое делаете. В следующем году начинаются много таких больших событий, от начала реализации директив ФАТФ, халвинг битка в мае, в ноябре выборы президента США и так далее. Как ты считаешь, какое из этих событий повлияет на так называемый to the moon? И вообще, как ты думаешь, что следующий год принесет развитию блокчейн-индустрии и крипты в целом? Честно говоря, to the moon появился не так давно, и желание достичь его или что-то в этом роде. И в этом плане я тут... Я не очень радуюсь тузумунам, потому что после тузумунов получается не туды дорога, не туды дорожки. И поэтому как быстро растет, точно так же еще быстрее падает. В этом плане точно могу сказать, что вся эта история не на год, не на 2, не на 3, это надолго. Это абсолютно другие механики, которые, в принципе, должны пережить все эволюционные свои этапы. И какие именно факторы в той или иной точке мира и в тот или иной год будут стимулировать эволюцию, мы можем гадать, мы можем предполагать или ждать. Но, в принципе, тенденция сейчас идет и, в принципе, будет все время в одну сторону. Это обеспечено, в принципе, white paper'ом и от президента США вообще ни разу не зависит. Поэтому факторы будут влиять точно. Но ты предположил факторы, которые реалистичны, но ты не предполагаешь еще фриковых факторов, как, например, это не фриковое, это, в принципе, то, что у всех там на устах экономический кризис, очередной виток, какие-то войны, не знаю. Мы живем возле чудо-соседа, у которого всякое в голову приходит, мы тут такие... у нас тут есть фактор неожиданный. То есть у нас столько этих факторов, мама не горюй. Поэтому расти будет по-любому. Как быстро и с какими периодическими падениями, это уже кофейная гуща. Можем гадать, можем раскладывать, но это больше ребята из масс-маркета, у них такая задача, и они на этом деньги зарабатывают. Я в этом плане могу констатировать, все будет хорошо, а как быстро посмотрим. Окей, продолжая тему про развитие, я бы хотел затронуть такое словосочетание, как криптореволюция. Интернет — это был такой самый большой переломный момент, да, то есть такое изменение со времен создания печатного процесса, которое было 5 веков назад.
И веришь ли ты сейчас в криптореволюцию, вот в то, что она именно построит, ну или изменит нашу экономику? А, Я в нее не то что верю, я не понимаю, как ее не может не случиться. Не потому, что я верю в крипту. В принципе, весь этот мир и все, вот, что мы сейчас видим, это ответ на то, что нынешняя экономическая система всего мира устарела. И она построена на обмане. Она построена на том, что ты, в принципе, не видя всю исчерпывающую информацию о тех или иных факторах, можешь строить как бы воздушные замки, писать много-много нулей, которые невозможно аудировать в одно мгновение везде. Ну, то есть вот представь, что такое аудировать банк? Такой банк с кучей нулей, один единственный банк. Что мы для этого необходимо сделать? Надо заглянуть в его портфель. Эй, банк, сколько у тебя там денежек? Он говорит, денежек у меня столько-то, таких-то, таких-то, таких-то. Это да, мы можем проверить здесь и сейчас. А потом он говорит, а у меня еще есть недвижимость, земля, золото, ценные бумаги и еще много всяких полезностей. А вот уже эти факторы, чтобы проаудировать, надо вызывать там ребят из Big Four, которые там в течение нескольких месяцев возьмут, посчитают, с линеечкой походят, померяют, правда или неправда. А теперь представь, как выглядит задача померить везде во всем мире в одно мгновение. Следовательно, появляется временной разрыв и целый пул возможностей, потому что большая часть информации в принципе скрыта, людей, которые могут в ней лазить и разбираться, мало, и если их куда-то допускают, у них не хватит ни времени, ни возможности, ничего, чтобы это все проверить и сказать, да, такие у него там, не знаю, 7 помидоров и 4 колоска. А вот блокчейн в этом плане, учитывая, что он денежка, мы его воспринимаем денежка, но забываем про его название, которое блок и цепи, всего-навсего. И вот представь, когда экономика всех везде построена по принципу блокчейна, когда любая транзакция проверяет, конечно, в идеале первый блок, но в принципе как минимум проверяет причинно-следственные взаимосвязи. И если мы берем примитивные вещи, там, которые исконные, землю, недвижимость и все остальное, она нормально чекает, сколько стоит, что по рыночку сейчас и сколько это на самом деле стоит. И это приводит совсем к другому. То есть мы там что-то говорим, там, биржи, трейдинг или еще чего-то, забываем о фундаменте, откуда это строится. Строится это все на очень-очень чувствительных для каждого и примитивных вещах, которыми мы пользуемся, за которые мы дорожим, пишем на них конституции и другие права, называем ценностями и говорим, что так строится наша экономика. Потом добавляем несколько словарей с непонятными словами, несколько комьюнити там, юристов, экономистов, макроэкономистов, еще которые там сверху прикрывают и пытаются нам на песочных часах рассказать, сколько же это всего, и, в принципе, дебет с кредитом этого всего непонятного свести. А блокчейн в этом плане простой. Он это делает в секунды, постоянно, и у него это в фундаменте. Он это или делает, или не делает. И ты, когда пишешь статистики, ты не на кофейной гуще гадаешь, а смотришь факты, которые просто видно. Это неизбежно. Другое дело, что ты представляешь, сколько сопротивления, сколько систем, которые строятся на обмане, на которых мы живем, а эти системы еще и прикрываются государством, социальным договором и всеми остальными очень осязаемыми вещами, которые не совсем за. И тут вопрос к странам, которые готовы к тем или иным изменениям. Ты представляешь, кто из вас будет следующим? То, что ты описывала очень точно ситуации с банками, ты представляешь, что вот это вот все каким-то образом преобразуется в вот такую абсолютно прозрачную и чистую систему, да, то есть будет как-то основана на блокчейне? Да. Представляю ли я? Да. Другое дело, никогда не меряй
чем-то неосязаемым, чего нельзя вложить вот сейчас в голову на лист бумаги или еще чего-то. Начинать надо с простого. Ну, то есть, допустим, населенный пункт какой-то, да, небольшой. Привести все в порядок, проаудировать село кажется осязаемым. Сел, пару ребят взяли, закатали рукава, привели в порядок один магазин, один источник там пенсии, там земли понятно сколько. Ты как бы привести этот населенный пункт, ты понимаешь, как это сделать. В целом, если ты привел одну ноду в порядок, она у тебя хороша, у тебя есть гайдлайны, как это делать, привести остальные ноды – это mass adoption. Ты просто должен это сделать, взять, закатать рукава и сделать. А потом уже на основе вот этого всего выстраивать экосистемы там, с байингами, со всякими штуками, аукционами, реестрами и всеми остальными игрушками, которые помогают просто собрать базу данных в порядок, чтобы это было не просто кашка-малашка с кучей цифр, а такая структурированная штука. В принципе, компьютеры для этого и созданы, они это делают. Другое дело, что мы... и сам интернет, если ты про него говоришь, он рос, и, по сути, его воспринимать начали не так давно всерьез. То есть это лет 15. До этого это были игрушки, тетрисы, там, варкрафты, еще какие-то штуки, которые, пусть бавятся. Вот эти программисты, там всякие софтинушки попридумывали, смартфончики, звонилки, твиттеры, фейсбуки, гуглы, полезно, хорошо. Но это все-таки воспринималось как полезные друзья, игрушечки. А сейчас все уже начали осознавать, что это не совсем игрушечки, а это хорошие штуки, которые убирают старых закореневших мамонтов, которые теперь уже не актуальны. Напоследок, как ты представляешь Украину, то есть суммируя то, о чем мы с тобой пообщались, как ты представляешь Украину через 5 лет или 10? И какой вклад будет внесен в это Ассоциация блокчейн Украины и тобой лично? Я очень хочу, чтобы у этой страны появился шанс реализовать свой потенциал. Невероятная мощь в этой стране, и при этом всем постоянно какая-то история факапов. Просто у нас, я не знаю, там кто-то запатентовал этот факап найт или еще что-то. У нас факап country. Просто это мы про государственное управление, про то, что здесь происходит, про бой. И это не касается только конкретно независимости. До этого история тоже очень тяжелая была. Но тяжелая история говорит о том, что население, которое живет на этой территории, оно очень-очень стрессоустойчивое уже во многих поколениях. Следовательно, перемены. У нас не консервативный взгляд на то, что мы ждем и то, что мы хотим. У нас прогрессивный взгляд, поскольку мы готовы к переменам, мы готовы к изменениям, и мы их внутри требуем. То есть у нас параметры типа давайте посидим, подождем, пока там весь мир достигнет успеха. Нет, мы хотим. Диджитал в этом плане помогает это делать быстрее и не абстрактными какими-то материями, а четкими решениями. И в этом плане я бы хотела, чтобы у нас появилась... У нас сейчас есть, получается, love community, то есть комьюнити юристов, которые занимаются реформами, дерегуляциями, приведением в порядок там кучи всяких нормативных штук, и мы там уже около 10 лет там все пытаемся как-то это все сделать. Я очень хочу, чтобы появилось такое взрослое dev-комьюнити, DGAV-комьюнити, которая хочет именно получить digital government, и их возглавили архитекторы, технические архитекторы, которые знают, как системы должны ходить. Чтобы это были не клаптики каких-то решений, которые потом друг с другом через такие трубопроводы пропускают, что вообще непонятно, как тут там что-то ли пролазить может. А чтобы это было архитектурно комфортные решения, которые летают, а не ползают.
Что для этого мы делаем? В принципе, тут несколько экосистем, которые надо породить и плыкаты. Первая – это система, в принципе, дева, который Дигава, ребята, которые разработчики, которые, в принципе, думают о таких масштабах, решениях, базах данных и всевозможных подходах к администрированию огромных объемов. Второе комьюнити, которое должно появиться, это продуктовое комьюнити, те, которые создают продукты. У нас огромный дефицит в этом вопросе, и, к сожалению, ребята из аутсорс-сферы являются прямыми, это не их бизнес, они огромные, они классные, но чтобы порождать продукт, они не лучшие союзники. Или, по крайней мере, они должны заняться филантропией в этом вопросе. Потому что интерес у них другой. Взять человека, и чтобы он стал шестеренкой, а не создавал продукт. В этом плане нам все-таки надо чуть-чуть осознанности, объединения и создавать продакт-движ. В этом плане наша сфера, скорее всего, должна возглавить это все, поскольку мы пережили ICO, и мы хоть поняли, что такое вообще продукт, как его позиционировать, как его заворачивать в коробочку и как его шерить, рекламировать на весь мир. Такого опыта в наших широтах не пережило ни одно комьюнити. На IPO у нас никто не выходит, какие-то там продуктовые, там зерно, молочка, строительство, там, в принципе, очень узко по контрактам, это очень маленькие сферы, где все друг друга знают, и им не приходилось продавать peer-to-peer. Нам приходилось, и в этом плане мы, по крайней мере, вот откуда ждать продукты, это, скорее всего, с этого комьюнити. Не обязательно на блокчейне, просто продукты, диджитал-продукты. И уже на этой базе маленькие, большие Silicon Valley по всей стране. То есть я очень хочу, чтобы их было много. Они должны быть в конкуренции друг с другом. Только так, либертарианство, Хайек и другие ребята говорят, что что-то рождается только если есть конкуренция. Если есть монополия, как бы вы ни называли перед этим классные, современные, прогрессивные базворды, и в конце будет стоять, но у нас один игрок, допустим, юнит в Сити. Это говорит о том, что в этом рынке есть монополия, что что-то идет точно не так, и чем бы оно ни было, это плохо. Должно быть много игроков и должна быть конкуренция. И вот для этого надо объединяться и стремиться к тому, что у нас появились эти штуки. При этом все это диджитал. Нам не надо 100 лет для того, чтобы это ждать. Это можно сделать за 2-3 года и показать офигенные результаты всем и вся. Камон, мы живем в Киеве, которая по деву обслуживает кучу криптобирж. Команды сидят здесь. Другое дело, что это не очень официально. В контексте, нет позиционирования, что, извините, но самых умных мы нашли только в Украине. Как-то так. Но при этом всем head-офис где-то там, полностью полноценный офис находится в Украине. Это наши реалии, из этого надо выплывать, но и надо понимать, что мы крутые, мы остаемся крутые во всем мире. Если нужны ребята, которые могут поднять новейшие, сложнейшие штуки, их находят здесь в количестве много, это что-то да значит. У нас есть базис, его надо просто системно развивать и выводить вот этот потенциал отсутствия консерватизма, наличие smart people, наличие желания, хотения всего на то, чтобы мы получили и quick win, и долгосрочные плюшки.
Супер, спасибо тебе большое. Это был очень крутой экспириенс. Я хотел бы пригласить наших зрителей на наше предстоящее мероприятие 5 декабря, которое пройдет в бизнес-центре Леонардо. Это будет завершающее мероприятие OKX в этом году. Мероприятие, которое будет суммировать все, что мы сделали за прошедший год. На этом мероприятии будет выступать Наталья, поэтому если вам интересно увидеть ее лично, с ней пообщаться и вообще пообщаться с комьюнити, пожалуйста, приходите, мы вас будем ждать. Всем спасибо, и главное, помните, все это ради свободы. И вот будьте внутри просто свободными.